Здравствуйте, мои храбрые партняшки! Сегодня я расскажу вам, как шить себе трусы, не имея ни выкроек, ни лекал. Для этого нам понадобятся ваши трусики, которые самые любимые и дорогие сердцу. Ткань самая приятная и мягкая на ощупь, как райское облачко. Резинка эластичная, чтобы трусики не падали с наших осиных талий. Ну и какая же партняшка без ножниц? Конечно же ножницы. И наши булавки-помощницы. Мел, который вы можете потом съесть. Но это не точно. И графит, он же карандаш. Линеечка, чтобы чертить ровные, красивые линии. Ну и швейная машиночка, которая у меня вот такая. Ну и оверлок, но его я не смогла поднять. Ну вот, все вроде взяли. А теперь приступим. Наши трусы нам нужно разделить пополам, и чтобы их не резать, их можно просто сложить. И мылом начертить линию. То же самое с другой стороны. Получилось тоже разделение. Чертим осевую линию. Кладем трусики и обводим их. Вот тут боковая линия. Нужно отогнуть заднюю часть трусиков, чтобы обвести переднюю часть. Вот эта линия – это передняя часть трусов, которая у нас лежит по ноге. Соединяем плавно все наши отметки. Теперь нам нужно обвести заднюю часть. Отмечаем ластовицу. Вот эта часть – это ластовица. Это вставка в трусах. Верх трусов может быть любым, а ластовица всегда должна быть из натуральных тканей. Отмеряем ластовицу. Она получилась 10 сантиметров. И затем переносим на наш рисунок. Нарисуем припуски. Они нужны, чтобы сшить бока и пришить резинку, спрятав ее внутрь. Вы можете не давать припуски по ноге и пристрочить резинку просто поверх, если боитесь ее загибать. Припуски должны быть равными ширине резинки. В нашем случае это 1 сантиметр. Все, теперь надо вырезать нашу заготовку. Отмечаем на бумаге ластовицу и вырезаем ее. Отметьте перед и спину, чтобы не перепутать потом. Вот такая заготовка из бумаги должна у вас получиться в итоге. Берем ткань, складываем ее лицо к лицу, изнанкой вверх. У нас есть сгиб ткани и изгиб на лекале трусов. Совмещаем их. Начинаем закалывать со сгиба ткани. Закалываем по углам, потом закалываем все остальное. Вырезаем. Вот практически готовые трусы. Для ластовицы берем кусочек ткани. Также складываем, как и для трусиков.
и прикалываем нашу ластовицу. Припуски есть уже на трусах, поэтому припуски мы здесь не даем. Как определить, где передняя, а где задняя часть ластовицы? По задней части она шире, по переду уже. Надо ее отметить на макете трусиков. Ластовицу надо обработать оверлоком. Бока трусиков тоже сшиваем при помощи оверлока или зигзага. Оверложили верх и низ ластовицы и сшили оверлоком бока у трусиков. Теперь совмещаем ластовицу с трусиками и закалываем. Теперь все это нужно прометать, чтобы ткань не съехала. Приметали ластовицу. Надо измерить все наши участки, куда будет вшиваться резинка. Из получившихся измерений нужно вычесть 15%. Если этого не сделать, то при вшивании резинки получаются волны, а нам этого не нужно. В нашем случае талия получилась 66 сантиметров. Минус 15% и получается нам нужно 56 сантиметров резинки. Резинку нужно сострочить зигзагом. Резинка готова. Ее надо разделить на 8 равных частей. Талию трусиков тоже делим на 8 равных частей и делаем небольшие надсечки. Я сделаю резинку спрятанной. Для этого в начале видео мы давали припуск по 1 сантиметру по ноге и по талии. Если вы хотите пришить резинку просто так по верху, то можете эти припуски не давать. Просто дайте припуск по боку. Совмещаем надсечки на трусах и булавки на резинке. Так у нас получится равная сборка. Зигзагом прострачиваем резинку ближе к бахроме, вот тут. Нужно пришить зигзагом по самому краешку, ближе к бахроме. А теперь отворачиваем и по лицу строчим тоже зигзагом. Наша талия готова. А теперь то же самое делаем и по ногам. Делим нашу окружность, там где будут ножки по трусам, на 8 равных частей. Измеряем там, где нужно будет пришить резинку. Вычитаем 15% от длины. Ее надо разделить на 8 равных частей.
Пришиваем резинку так же, как мы пришивали ее и на талии. Вот и готовы наши трусики. Присылайте то, что у вас получилось, в комментарии в группе ВК. Ссылка на группу в описании. В сумме затрат у нас вышло около 100 рублей. А если это видео соберет 100 лайков и больше, я вам покажу, как сшить бразильяну. Всем мира, любви и пока!